Всем большой привет! Я рада видеть вас на своем канале, и в этом видео у нас очень интересный декор. Сегодня мы будем делать эту красивую текстуру. Я бы назвала это Handmade слайдер, который можно сделать абсолютно любым цветом, любой формы и любого размера. А на эту идею меня подтолкнули мои же подписчицы. В видео, где мы делали текстуру с помощью штампа и упаковки от слайдера, я прочла пару интересных комментариев и решила это попробовать. Сначала я смешивала точно так же, как на видео, именно топ с гель-лаками, затем в ход пошли одни гель-лаки, а когда мне уже надоело каждый раз очищать палитру гель-лаков, я решила ее просто просушить в лампе. Таким случайным образом и получилась идея для этих слайдеров. Если интересно, оставайтесь со мной и будем начинать их делать. Для этого дизайна нам тоже будет нужна упаковка от слайдера, только в этот раз мы разрезаем ее на две части, чтобы у нас получилось два прозрачных листика. И на одном из них мы пока что рисуем гель-лаками. Для такой текстуры выбираем себе минимум два цвета. Я выбрала синий, серый и черный с белым. Наношу цвета без какой-либо схемы, потому что заранее никак не предугадаешь, какой рисунок в итоге будет. Единственное, это то, что цвет, который вы хотите видеть основным, то наносите его больше. У меня основной это синий. После того, как нанесли все цвета, накрываем наши гель-лаки вторым листом. Мне уже сейчас нравится, что получилось, и как жаль, что такой рисунок из-за толщины мы никак не сможем перенести на ноготь. Поэтому следующий шаг – это раскатать наши гель-лаки в тонкий лист и хорошо их перемешать. Перемешиваю я сначала пальцем, просто хорошо прижимаю листы. Чтобы в цветах был переход, например, синий переходил в белый или белый заходил на серый, можно еще прокрутить эти два листа между собой, так цвета немного сместятся. И чтобы точным у нас получился тонкий слой, чтобы все лаки хорошо просохли, особенно такие как белый и черный, я прохожусь пластиковой картой. И после всех этих манипуляций отправляю сушить в лампу. После просушки мы снимаем верхний лист и потом аккуратно отсоединяем гель-лак от другого листа. Немного обидно, что на видео не всегда все красиво получается, и именно этот лист порвался. Но все равно здесь есть из чего выбрать и с одной, и с другой стороны рисунка. Такие заготовки можно делать заранее любыми цветами гель-лаков. Можно еще вмешать гель-лак с блестками, можно попробовать добавить сухих блесток, взять цветоотражающие гель-лаки или кошку. Гель-краску я бы использовала только пластичную, потому что при нарезании, если гель-краска более жесткая, то дизайн может просто раскрошиться. Из таких листов можно вырезать любую форму, главное не слишком большую, потому что дизайн все-таки немного топорщится и будет проблематично перекрывать его топом. Можно нарезать небольшие полоски, как мы когда-то в видео делали. Если что, то ссылку на видео я оставлю в описании. Или нарезать совсем какие-то мелкие кусочки, как в видео с плиткой. В любом случае получится что-то интересное. Мне будут нужны прямые или прямоугольные формы, чтобы подчеркнуть форму квадрата. И чтобы я точно вырезала ровно, я использую вот такую линейку. Я примеряю ее к своим ногтям, какой размер мне подойдет, и обвожу форму лайнером и потом уже вырезаю. Можно еще просто продавить топориком по форме, это тоже удобно и ничего не пачкается.
Теперь попробуем перенести этот дизайн на ноготь. Перед камуфлирующей базой я сначала наношу тонкий слой прозрачной базы и просушиваю. Цветная база у меня от Wix, это светло-бежевый оттенок. Наношу сначала тонким слоем и затем делаю выравнивание. Фоном под дизайн я хочу полупрозрачный черный, поэтому к топу я домешиваю черный гель-лак. После просушки я наношу тонкий слой базы и переношу на него декор. Несмотря на то, что по размеру мой декор большой, он не сильно топорщится. И после пару проходов по базе он практически весь идеально ложится на ноготь. Думаю, мне просто повезло с гель-лаками и то, что я сделала довольно тонкий слой. Но если у вас сильно будет торчать какой-то слайдер, вы можете использовать пищевую пленку. Пленкой мы хорошо фиксируем наш декор и с пленкой просушиваем в лампе. Мне можно было и не экспериментировать с пленкой, потому что дизайн и так хорошо уложился. Просто показываю вам. И если декор будет еще меньше моего размера, то таких проблем тем более быть не должно. Если под пленкой растеклась база, ее можно немного опилить. На тонкий слой базы я переношу слайдер и затем перекрываю все топом и делаю выравнивание. Дополню слайдеры кольцом из геля жвачки. Как работать с этим гелем я рассказывала в прошлом видео. Кому интересно, можете посмотреть, какие с ним дизайны можно сделать. Но в этом видео я ограничусь одной тонкой полоской. В конце я перекрываю ноготь матовым топом, кроме текстуры. Такой дизайн у меня сегодня получился. Пишите, как вам такая идея. Я буду ждать ваши комментарии и ваши работы по этому мастер-классу. Для этого публикуйте фото в Instagram с хэштегом Карина Корн. Мне всегда очень интересно, что же у вас получается. Ну а на сегодня у меня все. До скорого в новых видео. Пока-пока.